Давайте разберем Юна. Она пятизвездочная анема-костечица. Настоящий швейцарский нож для команды. Она умеет лечить, давать себе щиты, бафать напарников и при этом сама наносит кучу урона. Звучит слишком хорошо. Давайте все по порядку разберем. Вся ее механика строится вокруг лунного цикла, у которого есть две фазы – полумесяц и полнолуние. Полумесяц можно сразу забыть, вся сила скрывается в полнолунии. Чтобы войти в него, нужно активировать лунный цикл, используя умения после интро или использования ульты. А потом сделать атаку в прыжке флюкс. Все, Юна в режиме полнолуния и готова наносить урон. Дальше все завязано на ее ресурсе, шкале Sentience. Максимум 100 единиц. Пополняется она таким образом. 40 за интро. 25 за умение Closing Refrain. И 60 за использование ульты. Таким образом можно насобирать 100 Sentience. Тратится Sentience на ее комбо Moonbow. Активировать ее можно после использования Closing Refrains. У вас появится умение новое. При использовании прыжка активируется вот этот вот Moonbow. И все. И атакуем. Полная тройная цепочка атак съедает 50 очков Sentience, а скилл Arc Beyond the Edge 25 за использование. И у него 2 заряда. То есть одна полная ротация — это комбо плюс 2 скилла. И шкала полностью обновляется. Фишка в том, что атака усиливается, даже если у вас остается всего лишь 1 единица Sentience. То есть можно выжимать урон буквально до последней капли. Ее Moonbow базовые атаки очень сильные, особенно третья атака. Она идет двойным ударом и бьет намного мощнее первых двух. Всегда старайтесь доводить комбо до конца, если только не нужно срочно уклоняться. Кстати, ее контратаки после ворота тоже наносят серьезный урон. И у нее появляется сразу 2 умения в этом состоянии Moonbow. Теперь о навыках. Closing Refrain. Это скилл после интро. Бьет сильно, дает Sentience, полезен для активации ротации или для активации оружейных бафов. Arc Beyond the Edge. Ключевой навык в режиме полнолуния. 2 заряда. Можно отменить анимацию ультой и идеально подходит для завершения ротации. Ульта. Она моментально включает лунный цикл, дает огромный запас Sentience, активирует пассивки и сама по себе наносит сильный урон. Также у Юна есть еще одно умение. Активируется оно, когда у вас полная энергия концерта. Вот она у меня сейчас заполнена. Чтобы использовать умение, нужно зажать кнопку атаки, то есть по сути выполнить тяжелую атаку. Зажимаем. При этом она исцеляет команду и активирует свое пространство. Как видите, вот она, луна. У Августа это солнце, а здесь это луна. И в этом пространстве она хилит команду по чуть-чуть, как видите. И плюс она еще бафает на урон. Но этот урон, баф, стакается. Он стакается 10 раз, увеличивается на 4% за стак. Чтобы собрать стак, нужно кто-то, кто может сам на себя вешать щит. То есть, по сути, только Августа сможет эффективно пользоваться бафом от пространства Юны. Теперь про бафы. Для себя Юна получает Blessing of the One Light. До 10 стаков усиления урона. То есть по 4% за стак. Получается, что 40% усиления урона она получает. Который она зарабатывает с интро и с ультой. То есть по 5 за каждый получается. Теперь поговорим о ее бафах, которые она дает команде. Начнем с аутро. Ее ключевой баф. Когда Юна уходит с поля боя, она дает следующему персонажу плюс 50% урона от heavy атак. То есть heavy бафает на 14 секунд. Эффект сбрасывается при следующей смене, но за это время можно нанести колоссальный урон. К тому же само аутро наносит большой урон по врагам. Full Moon Domain. Пространство Юны. Особая зона, которую Юна создает с помощью особой heavy атаки при полной шкале концерта.
Она наносит небольшой урон и накладывает тот же баф благословления, который Юна получает сама. Но есть нюанс. Эффективно использовать эту механику может только Августа, так как именно она умеет накладывать щиты на себя несколько раз подряд. То есть, по сути, это инструмент ситуативный и раскрывается в паре с Августой. Вот я специально взял Цзияня в команду. Как видите, он атакует и не получает вообще баф. То есть, от пространства Юны Цзиянь получает легкое исцеление и плюс еще восстановление энергии. Ну, когда вы делаете увороты и все это остальное, она быстрее регенится. Вот видите, он не получает никакого бафа. Хил и выживаемость. Тут и у Юна тоже есть что предложить. Поле ее пространства и особая хэви атака дают не только урон, но и исцеление. Плюс восстанавливают выносливость со временем. А еще все усиленные атаки с сентенсом, то есть когда она в полете стреляет из лука, подхиливают всю команду небольшими порциями. Если вашей команде не хватает выживаемости, просто активируйте ее пространство, и отряд будет чувствовать себя гораздо безопасней. Теперь ротация. У нее несколько вариантов ротации. Самая основная, вот сейчас я покажу, самая стандартная. Но потом я еще покажу ротацию, если вы выкрутили на нее созвездие. У нее ротация немножко меняется, потому что ее можно использовать как ДД, по сути. Начинаем, как всегда, с всех баферов, которые у вас есть. Активируем бафы. И переключаемся на Юна. Активируем ее умение. Активируем ульту. Нажимаем прыжок. Используем 3 раза базовые атаки. Используем ее умение. Их 2, как видите. И после этого у вас должен быть полный концерт. Задерживаем атаку, то есть халду. И уходим на основного ДД. Все. И если у вас Юна со созвездиями, то есть вы ее будете как ДД использовать. Опять же начинаем все с баферов, как всегда. Переключаемся на Юна. Используем скилл. Переходим вот это в ее состояние. То есть нажимаем прыжок. Используем скилл снова. Используем ульту. Используем базовые атаки 3 раза. То есть цепочку. Используем скилл снова. И опять базовые атаки. По желанию активируем ее пространство, то есть. И уходим на другого персонажа. Теперь разберем ее созвездие. Начнем с первого. Сразу. Плюс 40% атаки в лунном цикле. Реген энергии в области полнолуния. И иммунитет к прерыванию на ключевых атаках. Очень сильный первый дюб сразу бустит урон и комфорт дает. Следующее, второе созвездие. Если у союзников есть 10 стаков благословления, они получают плюс 40% общего урона. Баф всей команды, но требует условий. Третье созвездие. Плюс 65 урона ее основным атакам. Moonball, то есть когда она в полете базовыми атаками стреляет. Arc Beyond, это скилл ее, когда она в полете. И контратака. Плюс скилл больше не сбрасывает комбо. Лучше для чистого ДПС с плавной ротацией. Четвертое. Сильная атака, то есть heavy атака Absolute Fullness, то есть когда она пространство активирует, накладывает на всю команду щит. Следующее. Пятое. Плюс 20 урона ульты. Маленький, но приятный бонус. И C6, то есть S6, последнее созвездие. Absolute Fullness, то есть когда она активирует пространство зажатой кнопкой, получает плюс 1600% урона. При использовании полностью перезапускает ротацию. Теперь оружие. От лучшего к худшему. Лучшим вариантом, естественно, будет ее Сигна. Дальше можно поставить Сигну Сян Лияо. Она на нее хорошо идет. Сигна Зани тоже хорошо идет. И Сигна Рочи. Это 5-звездочные. Дальше идет оружие из Battle Pass, но только если оно R5, естественно. Ну, то есть, если оно R5, оно идеально подойдет. Желательно, конечно, чтобы R5 было. Старое оружие из Battle Pass. Потом можно поставить на нее 5-звездочное из стандартного баннера кастеты.
И после этого уже идут, скажем так, оружия, которые можно поставить. Они на нее не идеальные, но можно использовать. Это новые кастеты из Battle Pass, Celestial Spiral, Hollow Mirage и Legend of the Drunken Hero. Эти кастеты будут хорошо работать, если у вас в команде есть Чакона, так как она вешает дебаф. И эти кастеты как раз работают идеально, если на цели есть какой-то дебаф. Ну, негативный статус, если правильно выразиться. Теперь перейдем к сетам для Юны. Если вы Юну будете использовать как саб ДД или же как основного ДД, ей будет выгодно одеть сет такой же, как и у Августы, Crown of Valor. Этот сет дает силу атаки и крит урон, если вы постоянно можете вешать щиты на себя. Юна, как и Августа, это может делать. Этот сет, он из 3 частей состоит. 4 вам нужно будет взять вот эту Lady of the Sea. И остальные 2 части можно взять или 2 части вот это Windward Pilgrimage, или же Gust of Welkin, или же Sierra Gale. Все эти сеты увеличивают анема урон, по сути. Если вы вдруг соберетесь собирать ее как саппорта, то будет стандартный выбор. Это Moonlit Cloud. Это сет полный. Тут, то есть это не как эти новые сеты из 3 частей. Это полный сет из 5 частей. Основной 4 здесь нужно будет ставить Impermanence Heron. Вот этот вот. Со статами тут не так это все и сложно. То есть легко. 4 Кришанский урон, как всегда, в зависимости от того, что вам больше всего нужно. Обе 3 анема бонус урона, единички на силу атаки. В сабстатах ищем восстановление энергии, пока у вас не будет 120 хотя бы. Дальше ищем кришанский урон, естественно. Бонус высвобождения резонанса, то есть бонус ульты урона. И силу атаки, и по возможности, если сильно повезет, то обычную атаку, которая беспроцентная. Статы. Когда вы уже все прокачаете, у вас должно получиться 1800 сил атаки будет нормально, но в идеале больше. То есть 2400 где-то и больше, это уже будет идеально. Крит рейт. Стараться нужно хотя бы 80% сделать по возможности. Но если чуть меньше, то, конечно, страшно, потому что критовать будет меньше, но у каждого разное, по-разному может получиться со статами. Крит урон должен быть, начиная от 220, что уже вполне нормально. И если больше, то, конечно, лучше. То есть, если там 260 и выше, то вообще круто как бы. И восстановление энергии нужно хотя бы собрать 120, чтобы она часто ульту могла активировать. И бонус аэроурона 70% будет вполне достаточно. Перейдем к подбору команд. Лучшая команда это, естественно, Августа, Юна и Шоркипер. Августа в этом случае получит все бафы от Юна. Шоркипер бафнет всех сразу, как говорится. Если у вас нет Шоркипер, можно взять спокойно Верину. В этом случае баф, конечно, будет чуть меньше, а именно теряем крит-шанс, крит-урон, баф. Но все еще можно играть вместе. Теперь команда, где Юна у нас основной ДД, главный. Ставим Юна. Во второй слот у нас может стать Чакона, Юнлин или Джинси. Все они так или иначе бафают Юна. И в последний слот в идеале Шоркипер, но можно поставить и Айра Ровера. Следующая команда, это команда под Дзияня. Первый слот Дзиянь, естественно, второй слот Юна. И из саппортов у нас тут сразу несколько вариантов. Это Чакона, если вдруг вам не хватает Айра бонуса. Если не хватает крит шанса крит урона, ставим Шоркипер, естественно. Ну и можно еще и Айра Ровера использовать, если что. Следующая команда это команда под Фиби. Берем Фиби, берем Юна и в последний слот берем Ровера. Желательно, потому что некому будет доп стаки вешать.
фразу. И последний вариант, это команда под Зани. Зани, Юна. И в последний слот берем Фиби. И в идеале, конечно. Ну и если нету, то можно Спектра Ровера поставить. И на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Кто новый на канале, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И если же есть что комментировать, комментируйте под видео. Увидимся в других видео на моем канале.